Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом. Как сообщают армянские СМИ, в ереванском аэропорту Звартноц его встретил вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Известно, что после Армении президент Ирана продолжит свой визит в Беларусь. В преддверии поездок в Армению и Беларусь Пезешкиан провел встречи с высокопоставленными официальными лицами в Тегеране. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте президента Ирана, обсуждались вопросы сотрудничества с Арменией и Беларусью в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, здравоохранение, охрана окружающей среды, наука, культура и туризм. В ходе встреч стороны обозначили основные вызовы и возможности для сотрудничества, а также обсудили стратегии их преодоления. Особое внимание уделялось предстоящим соглашениям и меморандумам о сотрудничестве. Подчеркивалась важность их своевременной реализации. 19 августа в Ереване в рамках визита президента Ирана пройдет армяно-иранский бизнес-форум. Президент Пезешкиан отметил, что во время визитов в Армению и Беларусь будет уделено внимание повышению роли иранских частных компаний и продвижению ранее подписанных соглашений, включая совместные инвестиционные проекты. Он подчеркнул приверженность Ирана расширению регионального сотрудничества и укреплению связей с соседними странами посредством конструктивного взаимодействия и взаимной выгоды. «Визит в Армению – продолжение наших приоритетных поездок в соседние страны», заявил Пезешкиан в аэропорту Мехрабад перед вылетом в Ереван. «У нас прочные стратегические отношения с нашей соседней и дружественной Арменией, и мы всегда стремились строить хорошие отношения друг с другом в социальных, политических, экономических и культурных вопросах», подчеркнул президент. Он также отметил, что созданы все необходимые условия для развития сотрудничества и облегчения сообщения между странами. В ходе визита мы обсудим пути укрепления наших соглашений и связей, включая коммуникационные и культурные маршруты, в частности, коридор Север-Юг. Что касается маршрута Восток-Запад, он станет удобной площадкой для развития торгового пути в этом направлении, и мы стремимся к его расширению, добавил Пезешкиан. Говоря об опасениях по поводу присутствия американских компаний в Армении после заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, президент отметил: естественно, существуют опасения по поводу присутствия американских компаний в регионе, поскольку они представляют интересы одной компании, а в будущем могут заниматься и другими видами деятельности. Мы обсудим эти вопросы с официальными лицами Армении. По другим вопросам, включая технические, инженерные, строительные, горнодобывающие, художественные, социальные и туристические, подготовлены отличные документы. Планируется их подписание там. В рамках визита Пезешкиан встретился с армянскими иранистами, подчеркнув значимость культурного и гуманитарного взаимодействия. «Я убежден, что ваш прекрасный и дружелюбный взгляд на иранский народ и наоборот может помочь расширить отношения, чтобы мы вместе принесли больше мира, спокойствия, стабильности, дружбы и прогресса нашим двум народам», заявил президент. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнил, что визит Пезешкиана в Армению будет сосредоточен на сохранении геополитической стабильности Южного Кавказа. Он подчеркнул решительное противодействие Ирана любым попыткам изменения границ или присутствия иностранных военных в регионе. «Нас прежде всего беспокоит, чтобы в регионе не происходили геополитические изменения и не появлялись иностранные силы. Например, нас тревожит присутствие Израиля в отдельных странах или попытки ЕС закрепиться здесь», отметил министр. Аракчи пояснил, что под геополитическими изменениями понимаются конкретные действия: изменение международно признанных границ, нарушение суверенитета и территориальной целостности стран региона. «Мы ясно заявляли, что это недопустимо, и наша позиция всегда была твердой», добавил он. Министр также напомнил о мирном соглашении, подписанном при посредничестве США между Арменией и Азербайджаном ранее в этом месяце, по которому обе стороны обязались уважать существующие границы и суверенитет. «С этой точки зрения наши геополитические опасения на данный момент учтены.
Однако мы будем внимательно следить, чтобы обязательства сохранялись в будущем, подчеркнул Аракчи. Он выразил обеспокоенность возможным участием США под предлогом инфраструктурных проектов. Есть риск, что строительство дороги может стать поводом для присутствия американских войск в регионе. В то же время армянские официальные лица, включая премьер-министра Никола Пашиняна, заверили Тегеран, что ни американские войска, ни частные охранные компании не будут присутствовать в Армении из-за этой дороги. Эти вопросы будут подробно обсуждены во время визита президента Пезешкиана. Нам подтвердили, что красные линии Ирана будут соблюдены, но мы будем внимательно следить за ситуацией, заключил министр. Отметим, что перед визитом президента Ирана в Армению официальный Тегеран в последние дни активно комментирует события на Южном Кавказе, демонстрируя особую чувствительность к процессам в регионе и подчеркивая неприемлемость вмешательства внешних сил. Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя визит президента Ирана в Армению, заявил, что поездка была запланирована заранее и направлена на укрепление отношений с соседними странами. По его словам, во время переговоров будут обсуждаться и кавказская проблематика, включая процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, а также открытие транспортных маршрутов. Багаи подчеркнул, что Иран поддерживает разблокирование коммуникаций, однако считает принципиальным условием сохранение международно признанных границ и недопустимость изменения геополитического баланса. В частности, речь идет о железнодорожной линии из Азербайджана в Нахичевань через юг Армении. При этом дипломат отметил, что размещение каких-либо военных сил на армяно-азербайджанской границе в рамках будущего мирного договора исключается. Особое внимание Иран уделяет вопросу внешнего присутствия. Представитель МИД заявил, что Тегеран получил гарантии об отсутствии американских военных на Кавказе. Вместе с тем, он напомнил о случаях, когда подобные заверения в прошлом оказывались недостоверными, как в Сирии, так и в отношениях с США и Россией. По мнению иранских экспертов, это указывает на хроническую проблему доверия во внешней политике, где чрезмерная прямолинейность и товарищеский подход порой приводят к стратегическим просчетам. Тема американского фактора прозвучала и на встрече председателя Совета по стратегическим внешнеполитическим отношениям Ирана Камаля Харази с заместителем министра иностранных дел Армении. Харази выразил обеспокоенность возможным участием американской инвестиционной компании в управлении транспортным коридором между Арменией и Азербайджаном, отметив, что подобное развитие событий может открыть путь к расширению влияния Вашингтона в регионе. Армянская сторона в ответ поблагодарила Тегеран за поддержку и заверила в готовности учитывать интересы иранской стороны при принятии внешнеполитических решений. Таким образом, Тегеран продолжает выстраивать линию, основанную на 3 ключевых принципах: уважение территориальной целостности, недопустимость изменения границ и исключение внешнего военного вмешательства. Иранская дипломатия стремится подчеркнуть, что Южный Кавказ должен оставаться зоной регионального взаимодействия, без вовлечения сил, которые, по мнению Тегерана, способны дестабилизировать баланс и ослабить безопасность сопредельных государств. Если вам нравится наш канал и вы хотите быть в курсе новостей о Ближнем Востоке, Южном Кавказе и мире в целом, подписывайтесь и делитесь своим мнением в комментариях.